Доброе утро, мои дорогие подписчики и гости моего канала. Сегодня у нас прекрасная погода, солнышко, не очень холодно, поэтому я решила подготовить свой малинник к зиме. Как я это делаю, поделюсь с вами. Малинник у меня не очень большой, но если постараться и хорошо за ним ухаживать, то ягоды будут. Поэтому сегодня я вместе с вами буду за ним ухаживать и готовить к новому сезону. Здесь у меня большой куст. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. 7 веток в кусту. Поэтому старые отплодоносившие ветки я удаляю. И оставлю раз, два, три, четыре молодых ветки. Обычно в одном кусте малины до 5 веточек. И чтобы подготовить к следующему сезону, к лучшему плодоношению, нам нужно куст малины почистить. Вырезаем старые ветки, вот они уже сухие, это ветки, которые уже отплодоносили. Вырезаем под корень. Вот в этом кусте было 5 веточек. Одна отплодоносила, а это 4 веточки, веточки нового сезона, которые будут плодоносить на следующий год. Оставляем самые сильные. Самые сильные у меня вот эти 3 веточки. Это тоненькая, слабенькая веточка, ее тоже нужно вырезать. И примерно на третью часть обрезаем макушки. Удаляем все ненужные листики, уже сухие. И переходим к следующему кустику. Рядышком вот у меня кустик. Здесь у меня 2, 3, 4, 5, 6 веточек. Удаляем старые, которые уже плодоносили под самый корень. Удаляю молодую, тоненькую веточку. Из нее толку никакого не будет. И обрезаю на третью часть. Больше 5 веток в малине оставлять не нужно. Вот они даже сухие ветки обламываются сами. Они уже свое отработали. Вот кустик у меня остался из 4 стеблей. Вот он такой кустик. 4 стебля я оставила. Больше оставлять не нужно. Ну, можно 5, но больше оставлять не нужно, потому что сильно много питания будет забирать. И малина будет мелкая, ее будет не очень много. Следующий кустик. Вот такие одиночные тоже можно удалять, чтобы не засорять полностью малинник и продуваемость ветром. Вот смотрите, вот этот куст, он совсем тоненький. Он здесь совершенно не нужен. Ну, разве что оставить вот эту вот побольше одну. А эти тоненькие все вырезать. И третью часть срезать. Так, здесь у меня куст. Тоже что-то непонятное.
Пожалуй, эти две я оставлю. Приросты нового сезона. Эту старенькую удалю. Вот так. Малиной такой одноразовой, которая плодоносит один раз за сезон, можно сразу заниматься после того, как она отплодоносила. И на протяжении всего лета и осени, когда вам будет удобно. Можно такой чистой малиной заняться и весной. От этого малина не пострадает. Но весной, как обычно, времени не хватает. Поэтому лучше все это сделать осенью. Чтобы уже весной было побольше времени чтобы заниматься другими цветами, другими растениями. Вот такие тоненькие обрезаем. Они не нужны. Здесь тоже большой куст. Тоненькие стебельки обрезаем. Обрезаем сухие прошлого года. Вот здесь у меня 3, 4, 5 веточек от куста. Остается молодой прирост. Но я оставлю всего 4. Вот этот тоненький, слабенький обрезаем. Вот такой кустик у меня остается в зиму. Вот 4 ветки. И третью часть обрезаю верхушечки. Малинник я уже обрезала все сухие побеги. Вот еще один не увидела, остался, он быстро вырывается. Обрезала все тоненькие молодые побеги, обрезала все больные ненужные побеги. Вот так я его вычистила. Что я делаю дальше? А дальше я буду прорыхлю немножко грунт под каждым кустиком и пролью фосфорно-калийным удобрением. У меня есть вот такой разведенный двойной суперфосфат. Хвостик, отойди. Так, помощник мой. Где он? Вон он бегает. Этого удобрения рюмка на 10 литров воды. Азотное удобрение сейчас для малины не нужно. Ей сейчас всем растениям осенью нужно удобрение фосфорно-калийное, чтобы хорошо перенести зиму. Это удобрение поможет укрепиться корням, поможет набраться витаминов, и растение очень хорошо перенесет зиму и весной выйдет без потерь. Проливаю вот таким удобрением. А весной уже вы можете пролить малинку азотным удобрением. Удобрением с большим количеством азота. Для того, чтобы нарастала зеленая масса. Хорошо нарастала. Но это уже в новом сезоне. Сейчас идем проливать примерно литр-полтора под каждый кустик. Вот здесь кустик небольшой, поэтому хватит литр. Где кустик побольше, можно
удобрения пролить побольше. И вот так каждый кустик, чтобы поддержать зимой их силы для восстановления. Ну все, малинку мы с вами почистили, подрыхлили, удобрили фосфорно-калийным удобрением, пролили. И до следующего сезона за нее можно забыть. Мульчировать я ее не буду. Это простая малина. Она выдерживает очень хорошие морозы. У кого малина ремонтантная, лучше замульчировать, потому что эта малина ремонтантная плодоносит круглый год, круглый сезон. Она очень много сил теряет на плодоношение. Ее лучше подкормить. Точно такие манипуляции сделать с ремонтантной малиной, подкормить. И лучше замульчировать, чтобы зимой она не замерзла. На этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем, кто оставался со мной. Всем пока.